День, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас четверг, 12 января, извините, выпуск промежуточный. Мы с вами работаем все в прежнем формате. Он уже не очень новый, но, насколько я понимаю, вам нравится, и, слава богу, будем продолжать в том же духе. Хочу всех вас сразу поблагодарить за оказанное нам внимание, а также за те вопросы, которые вы оставляете в комментариях под нашим вчерашним роликом. Я напомню, что в комментариях под нашим вчерашним роликом вы можете оставлять свои вопросы, на которые я отвечу завтра, в пятницу, 13 января. Большое спасибо. Также хочу напомнить всем нашим уважаемым зрителям и слушателям, которые смотрят и слушают нас на территории Республики Беларусь, на территории России. Будьте любезны, перед просмотром нашего ролика включайте VPN. Вы поможете монетизации, а значит поможете нам. Большое спасибо. Теперь приступим к темам сегодняшнего дня. Сегодня темы, опять-таки, не самые громкие, но и в принципе, есть что обсудить. Кириенко, первый заместитель руководителя АП, администрации президента Владимира Путина, сообщил замечательную новость о выделении в этом году 500 миллионов рублей на проекты НКО на территории Донбасса. 500 миллионов рублей уйдут в никуда, будут отмыты, осядут, вернее, в карманах незатейливых донбасских чиновников, которые по своей сути являются чистейшими хапугами. И бюджет России поредеет на 500 миллионов рублей. Замечательная новость. Кириенко занимается тем, что скупает лояльных и нелояльных людей таким нехитрым способом. И, конечно, не жители Донбасса, не жители Украины, не жители России этих денег не увидят. Хапуги, как только власть в Донбассе перейдет вменяемым людям, а я уверен, что Донбасс вернется в Украину, я думаю, что хапуги с деньгами, которые были украдены у российских налогоплательщиков, сбегут куда-то в более или менее благополучные страны. Я не думаю, что эти люди осядут в России. Я думаю, что в России для них не будет будущего. Я уверен, что после смены режима та власть, которая придет, которая будет развивать Россию в правильном, в демократическом ключе, для таких людей места в России не будет. Все, кто попытается осесть в России, все негодяи и сволочи, все будут выдворены в Украину, как граждане Украины. Паспорта, выданные путинской властью гражданам Украины, которые вдруг решили, что Донбасс перешел куда-то каким-то им одним виданным способом, немедленно будут выдворены в Украину. Путинский режим трещит по швам, и скоро это будет особо заметно. Так, теперь перейдем к другим событиям. Талибан. Прекрасная организация, прекрасная, конечно, в кавычках. Талибан – террористическая организация, с которой сотрудничает современное российское руководство, презентовал спорткар афганской разработки. Спорткар действительно впечатляет, я сейчас говорю без доли сарказма. Действительно интересная машина. Выглядит замечательно, едет, говорят, тоже очень даже неплохо. Это замечательный укор российским импортозаместителям, которые пыжатся уже на протяжении многих лет, обходя санкции. А террористическая организация «Талибан» создала свой спорткар. Лада Гранта, да, и Лада Калина, и Лада Веста, конечно, и в пятки не дуют новому спорткару, созданному Талибаном. Очень интересная ситуация. Надо меньше пить, вернее, надо меньше красть. Хотя и кому-то, вероятно, пить меньше. Разыграли бюджет, это все к той же, к первой теме.
казнокрады. Казнокрады все будут наказаны, имущество будет возвращено государству. Я хоть и не приверженец левых идей, но я вас уверяю, все украденное имущество при путинском режиме будет возвращено государству, и государство будет решать, как с этим быть дальше. Все пойдет на благо людям. Еще раз подчеркиваю, я абсолютно не сторонник левых идей, но все будет так. Прибыл недавно назначенный заместителем главы Генштаба Герасимова генерал Солюков. Можете не запоминать фамилии, абсолютно бесполезно. Генералов хоть, извиняюсь, жопой жуй в России, и фамилии запоминать абсолютно неважно. Прибыл в Республику Беларусь с контролем, контролирует, как там обучают российские войска. Надо, в принципе, отдать должное. В Беларуси, в Республике Беларусь российские войска обучают. Здесь Лукашенко не лукавит, как бы это двусмысленно не звучало. Действительно обучает, но Лукашенко такой же военный преступник, как и Путин. Лукашенко пытается, конечно, вилять задом и делать вид, что он в каких-то вещах абсолютно ни при чем. Причем ведет себя как последняя женщина с пониженным социальным статусом. Как последняя. Нехороший, как последний нехороший человек, ведет себя и нашим, и вашим пытается дать. Но получается не очень. Как только путинская власть рухнет, Лукашенко будет вилять задом абсолютно перед другими людьми, но уже недолго. Так, все по-прежнему слухи о новой волне мобилизации. Мы рассказывали об этом с полной уверенностью. И те люди, которые называют эти слухами, в корне неправы. Это я прочитал сообщение о том, что это слухи. Это, конечно, не слухи. Слухами это называет Песков. Это, конечно, чистая глупость. Это, конечно, не слухи. Это, конечно, ведется полнейшая подготовка к всеобщей мобилизации. Да, и самое главное, самое интересное, это то, что призывной возраст будет повышен. В этом уже, опять-таки, нет никаких сомнений, это и власти не скрывают, но и срок службы для срочников, для тех, кто будет призван к срочной службе, для них срок службы увеличится до 2 лет. Насколько быстро пройдут перемены, сказать сложно. Ну, к концу, извиняюсь, этого года все должно быть уже четко определено и проговорено нынешней властью. Путин по-прежнему, это уже к следующей новости, Путин по-прежнему обитает в бункере, проходит лечение, особо не пытается появляться. Вчера, вернее, появлялся во время выступления и общения с правительством. Поднялся шум. Сегодня этот шум продолжился по поводу того, что Путин как-то там отчитал Мантурова. Все это ерунда. Не обращайте внимания, это для бедных цирк. Интриги, знаете ли. Интриги не в том, что кто-то плетет против Мантурова интриги, или что Путин против Мантурова. Это интриги плетет сам Путин. Надо показать народу, что во власти что-то происходит, какие-то интересные моменты. Главное, чтобы обсуждали абсолютно никчемную информацию. Путин в прекрасных отношениях с Чемизовым. Мантуров — это человек Чемизова. В этом плане все в порядке, не стоит беспокоиться. И даже если будут какие-то перестановки, будут они чисто символическими. Я имею в виду в правительстве относительно дальнейшей судьбы Мантурова, равно как и Дюмина, и всех, кого прочат на этот пост. Все это, конечно, возня в лоханке воды. Так. Да, на сегодня это, пожалуй, из таких событий, которые стоило обсудить, наверное, все. Мы с вами уже практически 10 минут в эфире. Я напоминаю, что мы работаем по регламенту 10-12 минут. Хочу вам напомнить, что есть возможность у всех наших зрителей и слушателей подписаться на наш Patreon.
Там совсем небольшие деньги, можно там, если я не ошибаюсь, от $1, по-моему, там эквивалент, подписка. Подписаться, задать вопрос и получить ответ. Э, растет количество подписчиков, вопросы идут, все будем отвечать. Также завтра я отвечу на поставленные вами вопросы в комментариях под нашим прошлым видео, в комментариях под этим видео. Если вы напишите от 5 слов и более, мы будем вам премного благодарны. Если поставите лайк от всей души, будем также благодарны. Мы вас любим, это искренне, это главное. Мы работаем для вас. Я хочу, чтобы вы об этом помнили. И, конечно, вы об этом знаете. Большое спасибо, что были со мной. Завтра встретимся в ответах на вопросы. Будет интересно. Подписывайтесь. Ждем вас завтра. Спасибо. Всего доброго. До свидания.